перешел от религиозных сцен к ню под фиговым листком античности. Теодор Шоссерио. Годы жизни 1819-1856. Французский живописец, рисовальщик и гравер, работавший в жанре портрета, батальной живописи, ориенталистики и ню. Его картины отличались оригинальностью, неприкрытой чувственностью и сладострастием. Сюжеты для них Шоссерио брал из античных мифов, исторических хроник, своих путешествий на восток, произведений Шекспира и Библии. В общем, был настоящим многостаночником, человеком широких взглядов и не ограничивался только написанием картин маслом. Создавал афорты и литографии, а также рисовал эскизы театральных костюмов. Большую часть своей не слишком долгой жизни Шоссерио одержимо писал картины в своей мастерской. Многие из них экспонировались на различных выставках, где заслуженно получал похвалы критиков и внимание зрителей. Творчество Шоссерио самобытно и достаточно далеко стоит от привычной салонной живописи, несмотря на то, что многие его картины написаны в стиле академизма. Благодаря многообразию выбранных тем Шоссерио постоянно находился в творческом поиске, не зацикливался на одном и том же, чем часто грешили многие салонные художники, выбравшие свою нишу и придерживающиеся ее на протяжении всей жизни. Шоссерио родом из Санто-Доминго, столицы Доминиканской республики, бывшей в то время французской колонией. Его отец служил чиновником в консульстве, и когда начался бунт 1822 года, благоразумно решил отправить свою семью обратно во Францию. Так-то детство будущий художник провел в дешевом пансионе, зачастую испытывая нужду в самом необходимом. Семья была бедная, небольшого чиновничьего жалования не хватало, особенно если учесть, что кроме Теодора там воспитывалось еще несколько братьев и сестер. Рисовать он начал с 6 лет и вскоре заявил, что хочет стать художником. Отговаривать его никто не стал, напротив, родители восприняли такое решение с энтузиазмом. Благо его рисунки были действительно хороши, и чувствовалось, что при должном усердии в учебе Шоссерио может стать настоящим художником и зарабатывать куда больше, нежели мелкий чиновник или какой-нибудь рабочий. В 12 лет Теодор стал учиться в мастерской Жана Энгра, одного из самых знаменитых французских художников-академистов. Там он был младшим, но вскоре стал рисовать лучше всех своих старших товарищей. Энгер был в восторге и без ложной скромности называл Шоссерио Наполеоном в живописи. В 1834 году Энгер по своим делам срочно поехал в Рим. Но и 3 года, проведенные в мастерской Энгера, оказали большое влияние на Теодора Шоссерио. Он стал отдавать предпочтение классицизму, восхищался античной скульптурой и сюжетами, охотно изображал большие многофигурные религиозные сцены. Юный Шоссерио примкнул к кружку молодых художников и литераторов, дружил с поэтом-романтиком Теофилем Готье, который оказал на него большое влияние. Теодор даже стал считать его своим духовным наставником. В 17 лет Теодор дебютирует на Парижском салоне и даже получает медаль за религиозную картину, живописующую предание из Ветхого Завета. Но последующие картины, выставленные на салоне в 1838 году, особенного восторга не вызвали, и их безжалостно раскритиковали. Шоссерио решил пойти по наиболее беспроигрышному пути – писать обнаженных наяд и богинь, рассчитывая, что такие картины удастся легко продать. Постепенно контур на его картинах стал менее выраженным, движения персонажей более естественным и сложными. Появились плавные переходы и мягкие теплые тени. Он все более охотно писал женские образы, то есть, по сути дела, ню под фиговым листком античных мифов и преданий. В 1840 году, получив за свои картины приличные деньги, Шоссерио едет в Италию, к Энгру, продолжить обучение у любимого учителя. Но тот встретил Шоссерио холодно. Энгру пришлось не по душе перемены в его творчестве и в обучении отказал. Впрочем, Шоссерио считал себя уже состоявшимся художником, он истово работает, и такая преданность делу подтачивает его здоровье. В 1846 году Шоссерио едет в Алжир, и увиденное там настолько впечатляет художника,
что ориенталистика становится доминирующей темой в его творчестве. Умер Шассерио на 37-м году жизни. Его нашли лежащим у мольберта, где он пытался написать свой очередной шедевр. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.